меня осталось ощущение, что вот Игорь для меня стал другом в этом походе. Потому что вот я не могу сказать, что было такое же отношение к нему, как к руководителю. Но когда он был участником, то это был замечательный, веселый человек, из которого не терял самообладание, всегда вовремя мог подбодрить других, там, своей шуткой, весельем. Более того, прекрасно фотографировал он. Ну, в общем, он был душой компании, и поэтому вот у меня осталось очень хорошее воспоминание, хотя тяжелый момент был, морально тяжелый момент. Другое дело, что когда он был руководителем, я это много раз говорил, что стиль-то у него был несколько авторитарный. Он не любил советоваться с группой, не любил советоваться. Он принимал решения, иногда непонятное для участников. И это вызывало определенную напряженность в группе. Это был такой грех за него. А как с точки зрения физической готовности, там, моральной его готовности, выдержать какие-то трудности, тут сомнений никаких нет. Там, панику какую-нибудь или еще что-нибудь, этого не было. Ну вот такую характеристику могу дать. Что вот когда я был, до этого был, до гибели, я был в 2 походах 3-й категории с ним, и мы были оба участники. Вот у меня осталось прекрасное впечатление о нем как о человеке. Но вот когда он был руководителем, было это смазывалось. А какие настроения были относительно дальнейших планов? Заниматься туризмом, бросать после института, там еще как-то? Ну, это мы так далеко не обсуждали. Не было таких. По крайней мере, вот поход этот возник не случайно. Он его обсуждал. Мы были летом 58-го года, то есть за полгода до этого похода. Мы были на Алтае. И он уже тогда сформировал группу. Туда, значит, он пригласил, из этой нашей группы, он пригласил и Колю Тибо Бриньоля, и, я не знаю, Юра, ты Юдина пригласил, он пригласил Рудика Седова, он меня пригласил, Славу Хализова пригласил туда. То есть практически вот все, кто зимой были на Приполярном Урале и были еще вот в этом походе, он пригласил. И часть еще из этой летней группы. И он обсуждал, что вот у него есть такая идея, на Северный Урал есть места очень такие, недоступные, скажем так, или труднодоступные, редко посещаемые. Учить годы такие, что еще такой массовости-то в туризме не было. И поэтому найти места малопосещаемые было не так сложно. Но он готовился к этому тщательно и заранее. Дело в том, что руководители не обучаются, руководителями становятся. Одни удачные, другие неудачные. Как-то со временем руководители... Ну вот у нас была одна конфликтная ситуация, где-то через 1/3 похода прошла, в которой был потом довольно-таки тяжелый разговор с ним, с участием всей группы. И у меня-то сложилось впечатление, что нам подменили начальника. Стал хороший человек. Он так объяснил хорошо? Нет, но он понял, что так нельзя, вот что это не солдаты, которые идут с ним, а это друзья и товарищи, и нужно все вместе обсуждать. Все вместе обсуждать, любое решение.